Глава 2. В первое мгновение Ричард оцепенел. Он не мог понять, что происходит и как вести себя в такой ситуации. Кто знает, может, эти четверо в плащах вовсе не замышляют недоброго. Может, стоит еще немного подождать, посмотреть, что будет дальше. Но если это действительно злодеи и незнакомки угрожает смертельная опасность, тогда каждая секунда на счету. Он рискует опоздать со своей помощью. С другой стороны, вправе ли он навязываться в чужие дела? Да еще этот нож. Нужно же было именно сегодня проявить такую рассеянность. Много же толку от него, безоружного, в схватке с 4 здоровенными бандитами. Ричарда охватило чувство полной беспомощности. Он растерянно смотрел на незнакомку, которая продолжала спокойно шагать по тропе, не подозревая о нависшей угрозе. Что ожидает ее? Ричард лихорадочно искал выход из положения. Он подобрался, как хищник перед прыжком. Кровь бешено застучала в висках, лицо запылало, дыхание участилось и стало прерывистым. Внезапно он отчетливо вспомнил, что дальше, в том направлении, куда держит путь незнакомка, вправо от Сокольничьей тропы ответвляется едва заметная тропинка. Но вот где именно? Сокольничья тропа огибает озеро слева, потом резко идет на подъем по склону холма. Значит, Ричард сейчас стоит совсем недалеко от тропы, чуть-чуть правее. Следовательно, если девушка никуда не свернет, он попросту дождется ее здесь и предупредит об опасности. А что дальше? Кроме того, преследователи могут опередить его и настичь незнакомку раньше. План действий, поначалу неясный, все более и более четкий, стал прорисовываться у него в голове. Теперь он знал, что делать. Стряхнув оцепенение, Ричард со всех ног помчался вниз, навстречу девушке. Только бы успеть добежать до развилки, пока она не прошла мимо. Только бы злодеи не напали раньше. Ричард выведет ее из леса по той узенькой тропке. Она удаляется от границы, от опасности, а там уже рукой подать до Хартленда, небольшого городка, где можно рассчитывать на помощь. Надо получше скрыть следы, чтобы преследователи, ничего не заметив, продолжали идти по основной тропе. Пока они поймут, в чем дело, их несостоявшаяся жертва будет уже в безопасности. Ричард не успел толком прийти в себя после погони за страшной крылатой тварью и бежал теперь с трудом, задыхаясь и обливаясь потом. Ветер свистел в ушах, солнечные блики слепили глаза. Тропа петляла по лесу, но сейчас это было только на руку. Деревья скрывали Ричарда от четверки негодяев, а мягкий хвойный ковер, устилавший землю, приглушал топот. Он стал бежать чуть медленнее, выискивая взглядом развилку. Все знакомые ориентиры прятались за деревьями, и он боялся пропустить ее, не заметив. Ведь боковая тропинка такая узкая. А дорога все петляла и петляла, и за каждым поворотом Ричард, надеявшийся наконец увидеть развилку, падал духом. Но он заставлял себя бежать дальше и думал о том, что скажет незнакомке. Череда образов стремительно проносилась в его мозгу. Девушка может не поверить ему, принять его за бандита, а у них так мало времени. Как убедить ее в том, что он не желает ей зла? Задыхаясь, судорожно глотая воздух, он мчался по тропе. Страшная мысль пришла ему в голову. Если он опоздает, не успеет к развилке раньше, чем там окажется незнакомка, им конец. Потому что тогда придется либо вступить в открытую схватку с преследователями, либо спасаться бегством. И в том, и в другом случае он слишком устал, чтобы надеяться на удачу. Эта мысль подстегнула его. Ричард собрал остаток сил и бросился вперед еще быстрее. Несмотря на осеннюю прохладу, он задыхался от жары, пот ручьями стекал по спине, застилал глаза. Все вокруг сливалось в одно сплошное размытое пятно.
Перед очередным поворотом Ричард чудом заметил долгожданную развилку. Еще миг, и он пробежал бы мимо. Остановившись, Ричард первым делом внимательно обследовал тропу. Все в порядке. Незнакомки тут еще не было. Кажется, успел. Он облегченно вздохнул и, наконец, позволил себе расслабиться. В полном изнеможении рухнул на землю. Потом, выравнивая дыхание, встал на колени. Ну что ж, пока все идет по плану. Ему удалось опередить незнакомку, теперь остается ждать ее здесь и постараться убедить в своих добрых намерениях. И сделать это надо как можно быстрее, иначе будет поздно. Весь мокрый и взлохмаченный, сидя на земле и морщась от боли в левом боку, Ричард подумал, что со стороны он, должно быть, выглядит довольно глупо. А вдруг девушке совсем ничего не угрожает? С чего он взял? Может, она еще совсем молоденькая, вот и решила поиграть в разбойников со своими дружками или старшими братьями. То-то они посмеются, когда увидят его. Ричард посмотрел на руку, ужаленную лозой. Кожа вокруг ранки покраснела и воспалилась, словно от ожога. Он снова подумал о жуткой крылатой твари, пролетевшей над лесом. Потом мысли его вернулись к незнакомке. Он отчетливо восстановил в памяти ее образ, поведение, походку. Нет, это не походка беззаботной девчонки. Она шла спокойно и размеренно, прекрасно зная, куда идет и зачем. Так ходят взрослые. Ричард вновь ощутил леденящий ужас, охвативший его при виде четверых, кравшихся по ее следам, словно хищники. Третье порождение зла. Ричард решительно покачал головой. Никакая это не игра. Он сразу понял. Нет, не игра. Они преследуют ее. Ричард поднялся с земли. Прежде чем выпрямиться во весь рост, он согнулся, обхватил руками колени и сделал несколько глубоких вздохов. Он был готов к встрече с незнакомкой. Но когда та появилась из-за деревьев, у него на миг перехватило дыхание. Высокая, стройная, почти одного с ним роста, она была в белом платье с квадратным вырезом. Лишенное каких бы то ни было украшений, изысканное в своей простоте, оно не спадало мягкими складками, подчеркивая красоту и изящество ее фигуры. Гладкая блестящая ткань, колеблемая ветерком, словно ласкала незнакомку. Густые каштановые волосы легкой волной струились у нее по спине. Единственное, что выдавало в ней путешественницу, бежевый кожаный мешочек, умело притороченный к поясу. Она остановилась, и складки, колыхавшиеся при ходьбе наподобие королевской мантии, разом поникли, собравшись у ног. Ричард шагнул навстречу, но остановился на почтительном расстоянии, опасаясь встревожить ее своим внезапным появлением. Она же продолжала стоять неподвижно, сохраняя достоинство, и без тени страха взирала на Ричарда изумрудно-зелеными глазами. Брови незнакомки вопросительно изогнулись, напоминая крылья хищной птицы. Взгляды их встретились, и Ричарду показалось, что он растворяется, исчезает, становится частью незнакомки. Он внезапно понял, что знал ее всю жизнь. Она всегда была рядом, и все его желания не более чем отражение ее желаний, ее потребностей, ее воли. Он чувствовал, что перестает существовать как личность. А незнакомка все смотрела ему в глаза, словно пытаясь проникнуть вопрошающим взором в самые сокровенные глубины его сознания. «Я здесь, чтобы спасти тебя», — мысленно произнес он, и слова эти отчетливо, как никогда, прозвучали у него в голове. Взгляд ее смягчился, напряжение спало. Что-то в ее глазах привлекало Ричарда. Ум. Там светился ум, а еще чистота и цельность натуры. Ричард понял, что все в порядке.
«Время дорого», — опомнился он. «Я сидел там, наверху», — начал он, махнув рукой в сторону холма, — «и увидел тебя». Она взглянула в указанном направлении, но увидела лишь густые кроны деревьев. Ричард растерянно замолчал, досадуя на себя за столь глупый промах. Незнакомка выжидающе смотрела на него. Он начал снова, пытаясь говорить как можно спокойнее. «Я сидел на вершине холма и увидел тебя. Ты шла вдоль берега, а за тобой крались какие-то люди». Внешне спокойная, она не сводила с него напряженного взгляда. «Сколько их?» «Странный вопрос», — подумал Ричард, но послушно ответил. «4». Румянец сбежал с ее лица. Она встревоженно обернулась, обводя глазами окрестности и зорко всматриваясь в каждую подозрительную тень. Затем взглянула на Ричарда. Теперь ее изумрудные глаза смотрели на него испытующе. «Ты решил помочь мне?» Если бы не страшная бледность, она казалась бы совершенно спокойной. «Да!» Ее взгляд снова смягчился. «Что мы должны делать?» «Здесь есть узенькая тропинка. Надо свернуть туда. Эти люди ничего не заметят и пойдут дальше по дороге. Пока они догадаются, в чем дело, мы будем далеко». «А если они пойдут за нами?» «Я уничтожу следы. Они ничего не заметят». «Нет, нет!» Стараясь придать убедительность своим словам, он энергично замотал головой. «Послушай, у нас мало времени». «Ну а если все-таки заметят?» Прервала она его на полуслове. «Что тогда?» Ричард внимательно посмотрел на девушку. «Они очень опасны?» «Очень». Она вся сжалась, и в глазах ее на долю секунды отразился слепой, леденящий ужас. Ричард успел перехватить взгляд. Его пробрал озноб, но уже в следующее мгновение он сумел взять себя в руки, взъерошил пятерней шевелюру и решительно произнес: «Ничего, тропинка слишком узка, им не удастся окружить нас, тем более что по обочинам непроходимые заросли». «Ты вооружен?» Он отрицательно покачал головой, не в силах что-либо сказать от досады на собственную рассеянность. Незнакомка все поняла и кивнула в ответ. «Тогда поспешим». Приняв решение, они замолчали, опасаясь привлечь внимание преследователей. Ричард быстро, умело уничтожил следы и жестом велел девушке идти вперед, в случае чего он окажется между ней и бандитами. Она послушно двинулась в указанном направлении. Ни тени сомнения не отразилось на ее лице. Блестящая белая ткань вновь ожила и мягко заструилась в такт легким шагам. Тропинка петляла по охотничьему лесу, пробиваясь сквозь сплошные заросли кустарника и молодых деревьев. Путники продвигались вперед, словно по узкому туннелю, ничего не видя вокруг, кроме вековых елей и буйной молодой поросли. Время от времени Ричард оборачивался на ходу, проверяя, нет ли погони. В пределах видимости преследователей не было. Незнакомка быстро шагала впереди, подгонять ее не приходилось. Вскоре тропинка пошла на подъем. Почва под ногами стала твердой и каменистой. Стволы деревьев понемногу расступились, образуя небольшие просветы. Тропа вела вдоль глубоких темных оврагов, петляла по усыпанным прелой листвой лощинам. Сосны и ели сменились березами. Они покачивали кудрявыми кронами и осыпали путников осенним золотом. Солнечные блики на земле сливались в один причудливый, изменчивый узор. Темные разводы на белоснежных стволах, словно внимательные глаза, дружелюбно смотрели на путников, подбадривая и вселяя надежду. Ничто не нарушало мира и спокойствия, царившего в роще. Даже редкое хриплое карканье ворон звучало не столь тревожно, как обычно. Тем временем тропка вывела путников к подножию высокой причудливой гранитной скалы.
Ричард хорошо знал это место, славившееся тем, что любой, даже самый тихий звук, отражаясь от камня, многократно усиливался и разносился далеко по окрестным холмам. Он неслышно приблизился к незнакомке, приложил палец к губам и жестом дал понять, что идти следует осторожно, ступая лишь на камни, покрытые мхом. Густой слой листвы скрывал под собой сухие, предательски хрустевшие под ногами ветки. Ричард разворошил листья и показал одну из них, изобразив, будто ломает. Девушка, понимающе кивнула и, подобрав подол платья, шагнула было на камень, но Ричард тихо тронул ее за руку, предупреждая еще об одной опасности. Мох был мокрым и скользким. Незнакомка улыбнулась, снова кивнула и быстро пошла вперед. Улыбка согрела Ричарда, ненадолго притупила мучительную тревогу и вселила уверенность. Теперь ему казалось, что все будет хорошо. Тропа неуклонно вела вверх, и чем выше они поднимались, тем реже на их пути попадались деревья. Плодородная почва осталась позади, внизу, а здесь, среди камней, не могло прижиться почти ни одно растение. Лишь изредка взгляд натыкался на искривленные маленькие деревца в каменистых расщелинах, прижавшиеся к земле в непрерывной борьбе с ветрами. Потом исчезли и эти уродцы. Лес кончился. Теперь они шли среди скал. Временами тропинка исчезала, становилась незаметной. Порой появлялись обманные тропинки. Незнакомка стала часто останавливаться и вопросительно оглядываться на своего проводника. Но тот каждый раз успокаивал ее, показывая то жестом, то взглядом нужное направление. «Интересно, как ее зовут?» — подумал Ричард. «Впрочем, сейчас не время для разговоров». Подъем стал совсем крутым. Этот участок пути был труден даже для опытных путешественников. Однако незнакомка шла так же легко и быстро, как и раньше, не выказывая признаков усталости. Только сейчас Ричард смог разглядеть ее обувь. Крепкие, удобные башмачки с мягким кожаным верхом. Да, пожалуй, длительные переходы ей не в новинку. Прошло уже более часа, как позади оказалось последнее дерево, а тропка продолжала вести их все выше, к самому солнцу. Хартленд находился в западной стороне, но, огибая валуны, они уклонились к востоку. Сейчас беглецам это было только на руку, ведь злоумышленникам, если те все еще преследуют их, придется смотреть против солнца. И все же не стоило терять бдительности. Путники шли, низко пригибаясь к земле. Ричард то и дело оглядывался назад. Погони нигде не было видно. Конечно, утром у озера бандиты тоже старались никому не попадаться на глаза и прятались довольно умело. Но здесь, на открытой местности, укрыться негде. Ричард успокоился. Скорее всего, 4 мерзавцев остались на Сокольничьей тропе. С каждым шагом беглецы удалялись от границы и приближались к Хартленду. И с каждым шагом в Ричарде росла уверенность в успехе. План сработал. А между тем боль в руке не унималась. Теперь она резко пульсировала, как при нарыве. Ричард начал подумывать о привале, но незнакомка решительно шагала вперед, как будто нисколько не утомилась. Она спешила так, словно погоня следовала за ней по пятам. Ричард вспомнил, как она сжалась от ужаса, когда он спросил, насколько опасны те негодяи. Да, видимо, привал делать рано. Время шло, утренняя прохлада сменилась жарой. День выдался необычайно теплым для осени. Редкие облачка неспешно скользили по лазурной глади небес. Одно из них привлекло внимание Ричарда. Облако походило на извивающуюся змею, готовую к нападению. Он вспомнил, что уже видел такое облако. Только вот когда
Вчера или сегодня? Не забыть при встрече рассказать об этом Зедду. Старик знал язык облаков, и Ричарду частенько приходилось терпеливо выслушивать долгие назидания наставника о важности небесных знамений. Наверное, Зед сейчас тоже следит за облаком и гадает, заметил ли что-нибудь его ученик. У южного склона тупой горы тропа резко пошла вверх. С одной стороны узенькую дорожку ограничивала отвесная скала со срезанной вершиной, благодаря чему гора и получила свое название. С другой зияла бездонная пропасть. Взором путников открылась великолепная панорама. Слева терялись в дымке отроги приграничных гор, внизу простирался на многие мили дремучий охотничий лес. Кое-где на зеленом фоне попадались странные бурые пятна. Больше всего их было поблизости от границы. «Умирающие деревья», — сообразил Ричард. Он понял, что и тут не обошлось без лозы. Беглецы стремительно продвигались вперед по узкой коварной тропе. Этот участок пути просматривался насквозь, и негде было укрыться от постороннего взгляда. Преследователям ничего не стоило обнаружить их. Одно утешало. Спустившись с плато, тропа бежала вниз, к оленьему лесу, к городу, к людям. Даже если злодеи раскрыли маневр и пустились вдогонку, они далеко позади. Тропинка стала чуть шире, и Ричард мог бы уже идти рядом со спутницей. Но он решил сперва убедиться в отсутствии погони. Крепко ухватившись за край столы, он перегнулся вниз и внимательно прощупал взглядом открывшееся пространство. Ничего, кроме скал и валунов. Затем он оглянулся и посмотрел назад. Дорога оставалась пуста. Успокоившись, Ричард повернулся к девушке. Та замерла посреди тропы. Складки платья застыли, обернувшись вокруг ее ног. Впереди, преградив путь, стояли двое. Ричард был не робкого десятка и отличался хорошим сложением, но по сравнению с ними он выглядел беспомощным младенцем. Лица злодеев были спрятаны под капюшонами, но даже лесные плащи не могли скрыть их мощного телосложения. Ричард ничего не понимал. Как злодеям удалось опередить их? И он, и его спутница очнулись и мгновенно развернулись, собираясь спуститься в бегство. Но с нависшей над тропой скалы прямо перед ними упали два каната, и еще двое преследователей скользнули на тропу. Путь к отступлению был отрезан. Эти двое выглядели столь же внушительно, как и первые. Полное боевое вооружение, притороченное к ремням, угрожающе сверкало в лучах полуденного солнца. Ричард развернулся на каблуках лицом к первой паре. Те спокойно откинули капюшоны. Суровые лица, обрамленные густыми светлыми волосами, были наделены какой-то жестокой красотой. «Иди своей дорогой, паренек, ты нам не нужен. У нас дело к девушке», — хриплым басом сказал один. За внешним дружелюбием в голосе прозвучала угроза, неумолимая и острая, как клинок. Бандит лениво стянул кожаные перчатки и, заткнув их за пояс, перестал обращать на Ричарда внимание. Он явно не считал серьезной помехой какого-то юнца. Судя по всему, этот тип был главарем, поскольку остальные трое, пока он говорил, молча ждали. Никогда еще Ричарду не доводилось попадать в подобный переплет. Он всегда умело держал себя в руках и благополучно избегал открытых конфликтов. Обычно ему не стоило большого труда обратить назревающую ссору в шутку, а когда слова не действовали, хватало ловкости и проворства, чтобы прекратить стычку, прежде чем дело дойдет до серьезного кровопролития. В самом крайнем случае он не считал зазорным попросту убежать. Сейчас все складывалось иначе.
Эти люди явно не собирались вести светские беседы и нисколько его не боялись. И убежать он не мог. Ричард взглянул в зеленые глаза своей гордой и смелой спутницы и прочел в ее взоре отчаянную мольбу о помощи. Он склонился к ней и тихо, но твердо сказал: «Я тебя не брошу». Девушка едва заметно вздохнула, кивнула и коснулась его руки. «Держись между ними и ни в коем случае не позволяй им приблизиться ко мне одновременно», — прошептала она. «И еще, когда они подойдут, что бы ни случилось, не прикасайся ко мне». Она сжала его руку и заглянула в глаза, ожидая подтверждения. Ричард не понял, что она задумала, но кивнул. «И да помогут нам добрые духи», — прошептала незнакомка. Она уронила руки вдоль тела и повернулась к злодеям, стоявшим сзади. Лицо ее сделалось пугающе неподвижным, лишенным всякого выражения. «Ступай своей дорогой, парень!» Со сталью в голосе повторил вожак. В синих глазах разгорался огонь ярости. «Последний раз предлагаю!» Ричард сглотнул комок. Стараясь говорить спокойно и уверенно, он ответил: «Мы уйдем вдвоем». Его сердце сжалось от страха. Кровь бешено застучала в висках. «Не сегодня», — заметил главарь. Все было сказано, и он вытащил из-за пояса зловеще поблескивающий кривой кинжал. Второй бандит молча извлек из ножен короткий меч. Недобро усмехнувшись, он слегка провел лезвием по своему могучему предплечью. Клинок окрасился кровью. Сзади донесся звон стали. Страх парализовал Ричарда. События развивались слишком стремительно, не оставляя беглецам ни единого шанса. Ни единого! Все трое на долю секунду замерли, и вдруг бандит, издав воинственный клич, двинулся прямо на него. Ричард вздрогнул от мысли, что эти четверо готовы на все. Обладатель короткого меча приближался. Тут же Ричард услыхал и чей-то рывок за спиной. Другие двое напали на незнакомку. И вдруг, в тот самый миг, когда меч, направленный на Ричарда, уже почти коснулся его груди, воздух сотряс сильнейший удар, словно гром, только без звука. Сила его была такова, что страшная боль пронзила каждую клеточку тела. Пыль взметнулась столбом, и тут же ее словно ветром сдуло. Нападавший тоже ощутил боль и, продолжая лететь на Ричарда, на мгновение отвлекся, глянув ему за спину. Этого мгновения оказалось достаточно. Ричард резко упал на спину и ногами столкнул противника с обрыва. Так и не выпустив из руки бесполезного теперь оружия, бандит упал навзничь на острые камни и остался лежать там с широко раскрытыми удивленными глазами. Тем временем один из тех, что были сзади, тоже полетел со скалы, пронзенный кинжалом. Ричард не верил своим глазам. Но не успел он опомниться, как на него бросился главарь, явно не оставивший намерения во что бы то ни стало прорваться к незнакомке. Он ударил Ричарда кулаком в солнечное сплетение и отбросил к гранитной стене. Задохнувшись от боли, юноша врезался головой в гранит. Сознание ускользало. Всеми силами, пытаясь удержать его, он цеплялся за одну оставшуюся мысль: ни в коем случае не допустить, чтобы головорез добрался до цели. Ричард сам не понял, откуда взялись силы. Здоровой рукой он вцепился в вожака и рванул его на себя. Синие глаза противника загорелись такой лютой ненавистью, что Ричарду стало страшно, как никогда в жизни. Он понял, что это конец. Отточенный клинок кривого кинжала ослепительно блеснул на солнце и по широкой дуге неумолимо устремился ему в грудь.
И тут, непонятно откуда, между ними возник последний из четверки, вооруженный окровавленным мечом, и нанес вожаку смертельный удар в живот. А потом сам, не заметив в пылу схватки края обрыва, свалился в пропасть вместе со своей жертвой. И еще долго в воздухе носилось эхо его предсмертного вопля. Внезапно наступила тишина. Ошеломленный Ричард долго смотрел на кромку обрыва, пытаясь оглянуться и увидеть свою недавнюю спутницу мертвой и изувеченной. Наконец, он заставил себя повернуть голову. Удивлению его не было предела. Живая и невредимая, незнакомка сидела, устало привалившись к гранитной стене скалы. Она смотрела куда-то вдаль пустым, отсутствующим взглядом. Они снова были одни. Ричард опустился рядом с ней на горячий валун. Голова раскалывалась от полученного удара. Он ни о чем не спрашивал. Главное, с девушкой ничего не случилось. Его переполняли противоречивые чувства, и говорить пока не хотелось. Она, по-видимому, испытывала то же самое. Незнакомка заметила у себя на ладони кровь и машинально вытерла ее о камень, добавив еще одно пятно к тем, что уже краснели на скале. Ричарду стало дурно. Он все же не мог поверить, что они живы. Как им удалось выжить? Это казалось чудом. Что произошло? И что означал беззвучный гром? А боль, пронзившая все тело? Он никогда не испытывал ничего похожего. Вспомнив свои ощущения, Ричард вздрогнул. Как бы то ни было, все совершила незнакомка. Сотворив что-то с напавшими на них людьми, она спасла и себя, и Ричарда. Способ выходил за рамки его понимания, но сейчас он не испытывал особого желания вникать в эту загадку. Незнакомка повернула голову. «Я даже не знаю, как тебя зовут. Давно хотела спросить, но нельзя было разговаривать». Она махнула рукой, показывая куда-то вниз, в пропасть. «Я так боялась. Я не хотела, чтобы нас обнаружили». Ричарду показалось, что она вот-вот разрыдается, но, посмотрев на нее внимательнее, он понял, что ошибся. А у него и в самом деле комок подступил к горлу. Он кивнул и сказал: «Меня зовут Ричард Сайфер». Незнакомка вглядывалась в его лицо. Легкий ветерок играл каштановыми прядями ее волос. Она улыбнулась. «Мало кто решился бы остаться со мной». Голос девушки действовал завораживающе. В ее глазах вновь засверкали изумрудные искорки. У Ричарда перехватило дыхание. «Ты исключительная личность, Ричард Сайфер». Он почувствовал, что заливается краской. Она отвела взгляд, откинула волосы, упавшие на лицо, и сделала вид, будто ничего не заметила. Она хотела сказать что-то, но в последний момент раздумала. Потом снова взглянула на него. «А меня зовут Кэлен. Кэлен Амнелл». Ричард долго смотрел ей в глаза. «Ты тоже удивительный человек, Кэлен Амнелл. Мало кто смог бы держаться, как ты». Кэлен ничуть не смутилась, а подарила Ричарду еще одну, особую улыбку. Так, не разжимая губ, улыбаются люди, посвященные в тайну, известную им одним. Ричард потер болезненно нывшую шишку на затылке, проверяя заодно, нет ли там крови. Как ни странно, крови не было. Снова пытаясь понять, что произошло во время схватки, он глянул на девушку.
Что она сделала и как? Сначала раздался странный беззвучный гром, и Ричарду удалось столкнуть первого противника в пропасть. В это время другой нападавший, находившийся за спиной Ричарда, ни с того ни с сего поразил кинжалом своего же сообщника. Потом убил главаря и погиб сам. «Кэлен, друг мой, объясни, если можешь, как случилось, что мы остались в живых, а те 4 погибли?» Она посмотрела на Ричарда с плохо скрытым удивлением. «Ты это серьезно?» «Что серьезно?» Она замялась. «Назвал меня другом». Ричард пожал плечами. «Конечно. Ты ведь сама сказала, что я не бросил тебя в беде. Так поступают настоящие друзья. Разве нет?» И он улыбнулся. Кэлен опустила глаза. «Не знаю». Она молча перебирала рукав платья. «У меня никогда не было друзей. Разве что сестра». Ее голос как-то странно сорвался. «Значит, теперь они появились», — бодро заявил Ричард. «В конце концов, мы едва выкрутились из хорошенькой переделки. Мы защищали друг друга и спаслись». Кэлен молча кивнула. Ричард задумался, глядя на раскинувшийся внизу охотничий лес. Он всегда чувствовал себя там, как дома. Кроны деревьев, освещенные теплым осенним солнцем, слабо трепетали на ветру. Его взгляд скользнул влево и наткнулся на зловещие бурые пятна. Гибнущие деревья одиноко стояли в окружении зеленых собратьев. До тех пор, пока он сегодня утром не увидел собственными глазами лозу, ему и в голову не приходило, что это зло распространяется по лесам, спускаясь с приграничных отрогов. В своих прогулках Ричард редко забредал так близко к границе. И то либо во время охоты, либо когда путь его лежал по Сокольничьей тропе. Граница — смерть. Говорят, тот, кто посмеет ее перейти, поплатится не только жизнью, но и душу свою потеряет. Стражи границы зорко следили за тем, чтобы кто-нибудь невзначай не забрел в опасную зону. Ричард, не поворачивая головы, покосился на Кэлен. «Ну, а как быть со второй частью вопроса? Как нам удалось остаться в живых?» «Думаю, нам помогли добрые духи», — не глядя на него, ответила Кэлен. Ричард не поверил, но не стал допытываться, хотя ему очень хотелось узнать правду. Не в его правилах было выспрашивать чужие секреты. Отец научил его уважать право других людей хранить тайны. В свое время Кэлен, если сочтет нужным, сама доверится ему. Но настаивать он не будет. У каждого есть тайны, уж у него-то самого точно. И сейчас, после гибели отца, после всех событий сегодняшнего дня, эти тайны неприятно закопошились в глубине сознания. «Кэлен», — произнес он, стараясь придать голосу ободряющую интонацию, «быть друзьями не значит обязательно говорить абсолютно все. Если ты не хочешь мне о чем-то рассказывать, то и не надо. Я все равно останусь твоим другом». Она кивнула, но глаз так и не подняла. Ричард встал с камня. Голова гудела, боль в руке не унималась, а после удара разболелась и грудь. В довершение всего он почувствовал, что страшно голоден. «Майкл!» Ричард совсем забыл, что у брата сегодня праздник. Солнце стояло уже высоко. Он понял, что рискует опоздать. Успеть бы к началу торжественной речи Майкла. Надо позвать с собой Кэлен и рассказать брату о 4 бандитах. Майкл поможет защитить девушку. Ричард протянул Кэлен руку, чтобы помочь ей встать. Она с недоумением воззрилась на него. Юноша молча ждал. Кэлен посмотрела ему в глаза и несмело протянула руку.
Ричард улыбнулся. «Неужели тебе никогда не подавали руки?» «Никогда». Она избегала его взгляда. Чтобы замять неловкость, Ричард поспешно заговорил о другом. «Когда ты в последний раз ела?» 2 дня назад», — ответила она бесцветным, лишенным интонаций голосом. Он изумленно поднял брови. «Выходит, ты еще голоднее, чем я. Пойдем со мной к брату. Там нас накормят». Он глянул вниз на распростертые тела бандитов. Придется рассказать ему о нападении. Он решит, как поступить. Ричард повернулся к девушке. «Кэлен, а кто были эти люди?» Ее взгляд сделался жестким и суровым. Такую четверку называют кводом, вроде отряда наемных убийц. Их посылают... Она осеклась. В общем, убивать людей. Лицо Кэлен вновь обрело суровое спокойствие, которое Ричард отметил у развилки. «Я думаю, чем меньше людей обо мне узнает, тем в большей я буду безопасности». Ричард испугался. Он в жизни не слышал ничего подобного. Взъерошив волосы, он попытался собраться с мыслями. В голове замелькали смутные, обрывочные воспоминания. Ричард понял, что должен задать один вопрос, и в то же время боялся ответа. Он твердо посмотрел девушке в глаза и, надеясь на сей раз услышать правду, спросил: «Кэлен, откуда пришел этот квод?» Она выдержала его взгляд. «Наверное, они выследили меня еще в Срединных землях и шли по пятам через границу». Ричард покрылся холодной испариной. Мороз пробежал по коже, волосы встали дыбом. Потом в нем начал медленно нарастать гнев. Заворочились подозрения. Она лжет. Никто не в состоянии перейти границу. Никто. Никто не может ни пройти в Срединные земли, ни вернуться оттуда. Давно, когда Ричарда еще на свете не было, границу накрепко запечатали. Срединные земли — страна колдовства.